И всем привет, мои дорогие друзья, с вами Фидемалик. И сегодня я решил устроить новую рубрику. Ну, как бы сказать, у меня много рубрик, много идей, как говорится, я молод, как говорится, воображение кипит. Ну, и как говорится, тренды, надо бегать за ними. Но я надеюсь, что вы ждали эту рубрику, ее давно не было. Ну, я так думаю. Надеюсь, вы ее ждали. Короче, рубрика этого прекрасного видео «Вопрос-ответ». Я попросил своих друзей и подписчиков написать мне ВКонтакте, в Телеграме, в Ютубе, где угодно, как говорится. И получил много вопросов. Давайте же начнем с прекрасных вопросов. Так, начнем с первого вопроса от Драгобида. Если вампир укусит зомби, зомби станет вампиром или вампир станет зомби? Ну, я думаю, что если вампир, но он же бессмертный, по сути, то если он А зомби тоже бессмертный. А, нет, ну, зомби убить-то можно. А вот вампир бессмертный. Ну, я не думаю, что ему понравится кровь зомби. Это штуклятина. Я не знаю, как на это ответить. Какие рубрики будут ждать в будущем? Снова же вопрос от Драгобита. Ну, как бы это сказать? А я не могу рассказать, какие будут рубрики в будущем. Потому что если я расскажу, дальше ведь будет неинтересно. А каждый раз, когда я выставляю какую-то новую рубрику, вам интересно смотреть. Потому что это же неожиданно. В этом и есть фишка, в этом и есть изюминка, собственно. Вы не можете предсказать, какое видео может быть. Я же нигде об этом не сообщаю. А если заранее об этом сообщать, какой тогда смысл? Так, где... А, стоп. Снова третий, последний вопрос от Драгобита. Где начинается мяч? А в каком смысле мяч? В какой стороне? Мяч это же шар. Где он начинается? Я не могу на это ответить. Вообще не могу, я даже представить не могу. Ну, в смысле, где он начинается? Ну, наверное, в месте, где... В этом месте, где его надувают, через дырочку, наверное, там начинается. На этом мы, дорогие друзья, закончили с вопросами моего другого друга Драгобита. И мы сейчас перейдем к другим вопросам. Следующий вопрос от Риты. Какой твой любимый коктейль? Как бы вам сказать, дорогие друзья? Я в жизни ни разу не пробовал коктейли. Честно, я не пробовал никакие коктейли. Вообще никакие. Мне только 16 лет, а я ни разу их не пил. Но если бы я бы попробовал, как говорится, на мой взгляд, самый вкусный, ну, любимый коктейль бы стал мохито. Потому что мне нравится мята, она вкусная. Так, следующий вопрос от Риты, тоже и самый. Чем ты больше любишь заниматься и почему? Ну, больше я люблю заниматься, собственно, своим блогерством. Потому что вот это фотошоп, монтаж... Иногда это, конечно, выбешивает, когда ты садишься вечером, а у тебя еще домашнее задание кипит, как говорится. Но мне все равно это приносит дикое удовольствие. Делать монтаж, фотошоп, превью, интро и все такое, как говорится. А так мне вот... Ну, чистый ответ. Мне нравится заниматься блогерством. Следующий вопрос от Риты. Их будет еще 2. Ну и ладно. Почему ты решил вести канал на ютубе? Как бы это сказать? Когда я смотрел на других блогеров, допустим, такие популярные, как А4, Мармок, Куплинов, Винди, мне нравилось, когда они снимают летсплеи. Это такой кайф, можно так сказать. Когда, допустим, Мармок смешно комментирует, Куплинов тоже самое делает. Винди просто снимает популярные игры, а А4, ну, детский контент, можно так сказать. И все они популярны, у всех есть своя фишка, можно так сказать. У каждого есть, ну, что-то такое, что нет у других. Им Я просто захотел еще стать ютубером, потому что за это платили. И я думал то, что
станешь ютубером, станешь популярным, как говорится, знаменитым, все тебя будут любить и тому подобное. И какие твои цели? Стать знаменитым и зарабатывать много бабла, ничего не делая, как говорится. Просто снимать для вас прекрасные ролики, которые будут вам нравиться, а я буду получать за это деньги. И ничего не делать при этом. Сидеть на ровной пятой точке и ничего не делать. 4-й вопрос от Риты. О каком своем поступке ты больше всего жалеешь? Могу раскрыть вам малюсенькую такую тайну. Ну, я не мог простить свою маму. Я лично, вот, как бы это сказать, я жалею о своем непрощении, можно так сказать. Я свою маму простила, вот, на данный момент. Я ее как давно простил, но тогда я ее не прощал, может, года так 5. Я ее 5 лет не прощал просто за один случай. Если вы хотите узнать, из-за чего и почему, то можете спросить в комментарии, или ВКонтакте, или в Телеграме, я отвечу. Так, расскажи самую стыдную... Ну, расскажи стыдную ситуацию. А они у меня вообще есть? Есть. Короче, ну вы это знаете, возможно, как бы сказать. На моем YouTube-канале есть такое прекрасное видео «Вопрос-ответ». По-моему, 2-я или 3-я часть, я точно не помню. И там есть такой каверзный момент, когда я проливаю на себя молоко. И что же вам говорю, что же я могу ответить на это прекрасное предложение? Я стал популярным мемом, можно так сказать. Нет, не в интернете, а среди своих одноклассников в школе. И в колледже там, в том числе. Я просто стал какой-то местной знаменитостью благодаря этим скринам. Меня не шантажировали, конечно, потому что это так было, как говорится, в шутку, не в обиду. Но для меня это была самая постыдная ситуация, потому что мне эту фигню припоминали, наверное, ну, месяцев так 5, может 6, а может и больше. Я точно не помню. Давайте перейдем к следующим вопросам. Следующий вопрос от Софии. Будешь праздновать 500 подписчиков на канале? Ну, естественно, буду. Как же я откажусь от празднования 500 подписчиков? Это же 500, как говорится. 500. Для меня это будет прям юбилейная цифра. Ну, потому что раз в 5 лет, как говорится, юбилей. А у меня 500 подписчиков. Круглое такое, идеальное число. Так что, ну, как не отметить-то такое? Обязательно отмечу. Так. Перейдем к следующему вопросу. Его представляет Елизавета. Нравится тебе быть видеоблогером? Мне очень нравится. Эти 3 вопроса, и они почти все одинаковые. Ну, и фиг бы с ним. Мне очень нравится быть блогером. Я хоть и не популярный такой, как, допустим, Драгобит, Фейнекс, ZPN, А4, там, Мармок и тому подобное. Я стремлюсь стать популярным. Я пытаюсь каждый раз улучшать свой монтаж, фотошоп, превью, теги, как говорится, все это вставлять. Но иногда у меня не хватает сил, как говорится. Не хватает времени. Будь я свободен, мне было бы 20 лет, я бы был полностью свободен от учебы и так далее. Я бы приходил просто с работы и снимал бы вам. А так мне очень нравится. Что нравится больше в этом процессе? Ну, как я говорил ранее, мне нравится монтаж и фотошоп. Собственно, сам процесс вот доготовки видео, назову так. Когда, собственно, создаешь видео, лично вопрос от самого себя, ну так, ну, фигня, короче. В каком году я начал вообще заниматься ютубом? Это не первый мой канал Фидемали, который у меня сейчас. У меня есть еще один канал, Lucky Bus. Ну, раньше он так назывался. Теперь Lucky Bass. Эти 2 слова вообще никак не переводятся. И я им занялся в 2019 или 2018, я точно не помню. И у меня там столько скетчев, разных пародий. Рекомендую посмотреть, потому что он у меня есть в каналах. И в ссылке есть. 2-й канал, как говорится. Рекомендую посмотреть, не пожалеете.
очень смешной и прикольный канал. Только я там давно уже не снимаю, но если хотите, буду. А так, дорогие друзья... и остался последний вопрос нашей программы. Он от моего друга. Чем ты любишь заниматься в свободное время? В принципе, ничем. У меня мало свободного времени. Хотя я бы назвал то, что у меня много свободного времени. Потому что я с колледжа прихожу в первую смену. Так что у меня есть... 10 часов как минимум, как говорится, чтобы отдохнуть, поесть, поспать, как говорится, и сделать уроки. Ну и для вас записать видео. А так, в принципе, время у меня есть. И есть еще одни прекрасные вопросы, которые я должен вам показать. Прочтись. Он от моего друга Артема. Давайте прочтем. Как ты относишься к Богу? И какой был у тебя опыт с ним? Я очень люблю Господа, Иисуса Христа, как говорится. Я хоть и не крещенный, как говорится, не православный, но это не мешает мне в Него верить. Я люблю Господа, и я много раз замечал, сколько чудес Он для меня делал. Но потому что, я верю в Господа. Не в дьявола, там, не в Будду, не в Аллаха. Я верю в Господа, в нашего единого Господа. А какой был у меня опыт с Ним? Духовный. Когда успокаивал, когда заставлял задуматься. И второй вопрос. Во что ты веришь? Как я и говорил раньше, я верю в Господа. Я не верю в летающего макаронного монстра, в Аллаха, в буддизм, иудаизм и тому подобное. Я верю только в Господа. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом были все вопросы моих подписчиков и моих друзей. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на канал и всем пока!